Один из стандартных вопросов, которые задают столетним людям: «Как вам это удается?» Ответы часто сводятся к питанию. Жанна Кальман, официально признанная самым долгоживущим человеком в истории, хотя это оспаривается, объясняла свою удивительную стойкость любовью к оливковому маслу, шоколаду и бокалу портвейна время от времени. Конечно, то, что вы едите, имеет значение. Рацион оказывает огромное влияние на здоровье, а здоровье — необходимое условие долгой жизни. Но, возможно, более точный вопрос: чего вы не ели? Как и следовало ожидать, исследование показало, что типичная западная диета с высоким содержанием рафинированных злаков, добавленного сахара, красного и переработанного мяса, молочных продуктов и низким содержанием цельнозерновых, свежих фруктов и овощей, орехов и рыбы не способствует долголетию. Более того, она смертельно опасна. На ее долю приходится 11 миллионов преждевременных смертей в год. Ученые смоделировали, что произойдет, если люди, придерживающиеся такой диеты, полностью перейдут на более здоровое питание, и обнаружили значительное влияние на продолжительность жизни. Например, 20-летняя женщина, питающаяся по типичной местной схеме, может рассчитывать прожить до 80 лет. Но если она резко сократит потребление мяса, сахара, молочных продуктов и рафинированных злаков и навсегда перейдет на рацион, основанный преимущественно на цельнозерновых продуктах, фруктах, овощах, орехах и рыбе, ее ожидаемая продолжительность жизни увеличится до 89 лет, почти на десятилетие. 20-летний мужчина, сделав тот же переход, также увеличит свою продолжительность жизни с 76 до 86 лет. Мы получаем огромную пользу от увеличения потребления цельнозерновых, орехов и бобовых, а также от сокращения сладостей и мяса, особенно переработанного и красного. И даже если ваш 20-й день рождения был давно, есть веские причины все равно изменить рацион. 60-летняя женщина, сделавшая такой переход, может прибавить более 7 лет жизни. Даже 80-летние получают несколько дополнительных лет. Ученые также смоделировали, что произойдет, если люди перейдут на рацион, находящийся посередине между западным и оптимальным. Даже в этом случае наблюдалось увеличение продолжительности жизни, пусть и менее значительное. Это теоретические модели, клиническое исследование диеты, способствующей долголетию, заняло бы десятилетия. Но реальные данные подтверждают главный вывод. Питание оказывает огромное влияние на здоровье в пожилом возрасте. Высокое потребление соли – один из факторов, вызывающих сердечно-сосудистые заболевания, главную причину смертности в мире. Долголетие зависит не только от того, что вы едите, но и от того, сколько. Одной из характерных черт людей в возрасте 95 лет и старше является стройность. Около половины имели нормальный вес, а треть были с недостаточной массой тела. Ожирение, по-видимому, не способствует достижению столетнего рубежа. Однако, когда ученые оценили способность участников выполнять повседневные задачи, оказалось, что избыточный вес, но не ожирение, значительно улучшает функциональность по сравнению с нормальным весом. Недостаток массы тела увеличивал риск нарушений примерно на 25%. Это подводит нас к одному из методов, иногда рекомендуемых для продления жизни – ограничению калорий. Один из самых надежных способов увеличить продолжительность жизни лабораторных животных – сократить их привычное потребление калорий на 25% и более. Однако людям трудно придерживаться такого режима, и эффективность ограничения калорий для человека пока не доказана. А даже если оно и продлевает жизнь, это может ухудшить способность выполнять повседневные задачи. В целом, если вы хотите дать себе наилучший шанс прожить до 100 лет в хорошем состоянии, значительная часть секрета на вашей тарелке.